Окей. Так, все, я начинаю. Всем привет, меня зовут Анатолий Радченко, и сегодня мы поговорим про замечательный проект Ambrosia 3 миллиона. Но я хочу напомнить, что 22 сентября-октября курс биткоина был примерно 3600. То есть в какой-то момент, всегда интересно, я обязательно спрошу у Анджела, то есть что они вообще делали с деньгами, они их конвертировали, не конвертировали, как этот вообще процесс проходил, не знаю, ответит ли он, нет. То есть в какой-то момент они, соответственно, у них было в криптовалюте намного больше, чем это было заявлено, и это на самом деле такой очень большой плюс тех проектов, которые стартовали на ранней стадии. Компания инкорпорирована в Свитзерланде, Швейцарии. Это по данным ICO Drops. Опять же, уточним, что происходит. И, кстати, они принимали ETH, а не биткоин. Но на самом деле курс ETH тоже показывал невероятную динамику. Анджела, привет, как у тебя дела? Неплохо, спасибо. Как у вас? Все хорошо. Ты сейчас, я так понимаю, находишься где-то в гостинице, да? В Дублине нахожусь сейчас. В Дублине. Я Да, видел, ну, это что... студенческий кампус, в принципе, то есть это так, общага, можно сказать. Понятно. Я просто некоторые SEO обычно путешествуют только бизнес-классом и останавливаются в пятизвездочных отелей. Я так Ну, понимаю, это не про я тебя. прилетел сюда Ryanair и нахожусь в студенческой общаге. Отлично. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте, вот просто чтобы всем было доступно, понятно и очень коротко. Что это такое? Что такое Ambrosus? Ambrosus — это платформа, которая объединяет в себе непосредственно блокчейн, а также протоколы для коммуникации с сенсорами, для того, чтобы гарантировать качество и происхождение продукции. Основной фокус до сих пор у нас был на медикаменты и продовольственные продукты, то есть, в принципе, еду и напитки, но сейчас мы начали также покрывать сектор химических разных ингредиентов, топлива, металла и любые прочие виды товаров. То есть любой, в принципе, товар, который интересен с точки зрения того, откуда он приходит, или каково качество хранения или производства. Используя наши системы, мы можем создавать решения для индустриальных игроков, чтобы они могли гарантировать качество как для своих партнеров, так и для своих конечных клиентов. А как пришла идея? Почему ты подумал, что именно блокчейн вот очень необходим для этих индустрий? То есть, ну, вот ты сказал вначале, это были медикаменты. В чем проблема? То есть, какую проблематику вы решаете с помощью блокчейна? Ну, мы сразу, в принципе, начали с продуктов питания и медикаментов. То есть эти две индустрии, почему мы пошли в них, это потому что эти два вида продуктов — это то, что мы, в принципе, потребляем, оно непосредственно идет внутрь нашего тела, да, то есть неважно, богатые люди, бедные, какого они класса, мы все потребляем продукты питания, нам всем нужна медицина, но при этом насколько действительно мы знаем, что кладут в эти товары, как они производятся и прочее, и никакой гарантии качества в действительности нет, да, есть разные государственные программы, да, компании тратят миллиарды долларов на создание брендов и рекламы, но каждый год количество скандалов в секторе продуктов питания увеличивается, то есть за последние 10 лет стабильно просто каждый год все больше и больше обнаруживается, что продукты неправильно помечаются, приходят непонятно откуда, непонятно где они были, непонятно какими токсическими веществами или химикалиями их там поливали и все это прочее, и ни у кого нету действительно какой-то конкретной информации на тему того, что действительно с этим было. И, естественно, смотря на эту проблему, мы подумали, какая есть технология, которая может создать эту гарантию качества, может создать уверенность. И, естественно, блокчейн, исходя из базовой характеристики в том, что данные не могут быть изменены или удалены оттуда, это то, что стало фундаментом для нашего проекта. Потом, естественно, мы начали уже добавлять различные другие решения на основе блокчейна, которые помогут корпоративщикам построить либо программное обеспечение, либо протоколы для того, чтобы гарантировать качество питания. Ну, у вас же есть конкуренты, вы же не одни это делаете, тоже есть компании, есть, допустим, тот же, допустим, Walmart, да, я слышал, что он тоже делает блокчейн для того, чтобы сделать там свой какой-то supply chain. То есть у многих проектов, скорее всего, что-то делает Amazon. Почему вы думаете, что enterprises, да, компании, которым вроде как нужно ваше решение, почему они будут использовать ваше решение, почему они не сделают свое решение? Каким образом вы здесь взаимодействуете?
Да, Walmart не единственный игрок, который решил строить свой блокчейн. Самая базовая проблема с тем, когда сама компания, производящая продукты или другие товары, строит свой собственный блокчейн, это то, что они, грубо говоря, сами проверяют свое же собственное качество, и они зачастую управляют всеми узлами сети. То есть то, что nodes называется, терминалы, я не знаю, как по-русски будут, узлы они называются, или Узлы, как да, на сети. нормально. То есть в чем смысл блокчейна, если одна корпорация контролирует все узлы, и она может менять данные и прочее? То есть это блокчейн, в принципе, бестолковый. То есть многие компании это делают больше исходя из либо для пиара, то есть просто они это толкают тупо как рекламу. То есть во Франции тоже Carrefour сейчас рекламирует, вот у нас курица на блокчейне, но это просто для потребителей сейчас. Да, на следующие несколько месяцев это будет нормально, потому что пока что потребители могут, да, они скажут, ух ты, блокчейн круто, но на самом деле как будет проходить время, и, естественно, наша компания и другие игроки в области, они активно не только продвигают свою компанию, но, в принципе, стараются, чтобы люди поняли, в чем смысл блокчейна и как он должен работать. И самое базовое это будет то, что если блокчейн не публичный, то какое к нему может быть доверие. Вот. Второй момент это то, что, естественно, корпоративные решения для блокчейна зачастую они сами себе строят. Это если у них нету доверия, допустим, к своим партнерам, и они хотят внутри компании просто устроить какого-либо рода проверку и прочее. Здесь также, в принципе, ну, если это им самим действительно нужны проекты партнеров, да, они могут свой блокчейн построить. Но если они хотят, чтобы либо потребители это проверяли, либо, допустим, правительство, в Европе, допустим, правительство не принимает, когда контроль качества производится непосредственно самой компанией. То есть на юридическом законе есть директивы, которые говорят, что контроль качества должен проводиться независимой платформой или независимым игроком. То есть здесь также есть массу ограничений, где, собственно, решение блокчейна не будет для них выгодно. Смотри, понятно, да, то, что вы отслеживаете, грубо говоря, от самого производителя там до каких-то обработок и так далее, до конечного. И производство электромагнитных чипов, которые могут либо вклеиться на продукты, либо интегрироваться в упаковку. То есть у нас половина команды, в принципе, они не из области блокчейна, они из сектора микроэлектроники. У нас в Швейцарии есть своя лаборатория по исследованиям в этой области, которая в партнерстве с Швейцарским федеральным институтом технологий. И непосредственно оттуда мы берем либо текущие разработки, которые они уже создали, то есть у них уже есть коммерческая основа, и они, в принципе, производят эти, они называются теги, то есть это как электромагнитные наклейки, как в книжных магазинах на книжки клеят, чтобы не воровали. То есть подобного рода тоже наклейки можно на пачку ставить, и когда она проходит через какую-либо, допустим, часть цепи поставки, она либо сканируется, фиксируется, либо когда передается, допустим, от одного посредника другому или от посреднику, допустим, в аптеку или в магазин, то получатель может просканировать и увидеть предыдущую историю товара. То есть, да, здесь есть элемент непосредственно, так сказать, в физическом мире, который мы объединяем на блокчейн. То есть то, что происходит на блокчейне, это своего рода отражение того, что происходит в реальном мире. Есть у вас какие-то уже взаимодействия с компаниями, какие-то договоренности, может быть, какие-то бета-тестирования? На какой стадии вы находитесь именно сейчас? Прошло-то, в принципе, уже практически год. Да, мы уже, в принципе, весь этот год тестируем с различными компаниями наше решение. Работаем мы сейчас, несколько партнерств у нас стало публичным, то есть у нас есть партнерство с швейцарской, как она будет называться, швейцарская сеть по развитию еды. Это что-то вроде государственной ассоциации по контролю качества продуктов питания и инноваций в области сектора питания Швейцарии. Швейцарский кофейный альянс, который занимается импортом и экспортом кофе внутри из Швейцарии и в другие страны. И что важно, это то, что Женева – это один из крупнейших мировых городов по торговле кофе в целом. То есть они занимаются трейдингом, и они оттуда заказывают очень часто именно доставку кофе. То есть цепи поставок, которые связаны с Швейцарией, они действительно глобальные. Кроме этого, у нас есть партнерство с компанией в Америке, базируется Track Therapeutics, называется. Они производят медикаменты, которые высокой ценности, то есть им интересно действительно гарантировать, что с этими продуктами, с их медикаментами ничего плохого не происходило. Вот. И еще партнерство у нас публично есть с Организацией Объединенных Наций, у них есть внутри ООН программа по устойчивому развитию в сфере продуктов питания. И оттуда тоже у нас есть различные взаимодействия с частными компаниями и государственными компаниями. В принципе, они специализируются на создании
то, что по-русски называется ГЧП, по-моему, государственное частное партнерство, то есть между госсектором и частным сектором. Вот. Кроме этого, мы сейчас работаем с примерно 30 различными корпорациями среднего и крупного размера, который включает в себя крупнейших производителей еды и фармакологии, несколько компаний, которые в секторе просто товаров, то есть промышленные товары. Вот. Наши с ними пилотные проекты сейчас, в принципе, покрыты конфиденциальностью, поэтому мы пока что не разглашаем действительно о том, какие у нас были пилотные проекты, но вот в течение следующих 2-3 месяцев мы планируем опубликовать эти материалы. То есть основное, что мы сейчас сделали, мы сняли документальный фильм по поводу того, как Амброзо сильно применялся в одной из крупнейших цепей поставок в торгово-промышленном секторе. И мы выпустим этот фильм где-то в конце этого месяца или в начале сентября. Мы еще сейчас редактируем фильм. Ну, это как мини-документальный фильм будет, он будет, естественно, минут 20-30, наверное, максимум. Вот, и там мы именно покажем, как именно это было, и тоже объявим о партнерстве с одной из компаний. То есть, в принципе, в течение следующих нескольких недель и месяцев будет, мы раскроем несколько из наших партнерств, которые были. Супер. Смотри. То есть у вас есть некая технология, у вас есть партнерство. Каким образом держатели токенов получают бенефит от ваших партнерств? Как происходит взаимодействие между вашими, скажем, подписанными контрактами и, скажем, влиянием на спрос и предложение токенов? Как это все взаимодействует? Основной момент – это то, что все компании, которые с нами подписывают партнерство, обязуются использовать AmberNet, нашу основную сеть, наш основной блокчейн для проведения своих транзакций. А для того, чтобы проводить транзакции, им нужно будет, естественно, использовать Amber, нашу криптовалюту. Ясно. Вот следующий еще момент, когда ты рассказывал про упаковку и про трекинг, возникла мысль. Вот вы, допустим, есть некая коробка медикаментами, на нее наклеили вот эту магнитную наклеечку, которая несет в себе какую-то информацию и передает ее на блокчейн. Допустим, упаковка где-то порвалась. Каким образом вот эта наклеечка сможет узнать, что что-то не так с этой упаковкой? Или как эта информация заносится? Методика бывает разная. В данном случае это более сложный аспект всей этой упаковочной индустрии. Естественно, надо смотреть на то, какая упаковка. Самое базовое решение в этом – это то, что они клеят что-то, нечто пломб, которое гарантирует целостность упаковки. Потому что обычно можно открыть только с одной стороны. Если ее где-то еще открыть, то чисто визуально будет видно, что коробка была повреждена. А в иных случаях просто ставится, то есть открытие есть только с одной стороны, и оно пломбируется. Если вскроют пломбу, то там сразу будет все видно. Вот. Другие есть методики, когда, то есть мы это применили, мы создали свой прототип для сектора оливкового масла. Там непосредственно есть металлический ящик, в котором крышка с датчиком, который синхронизируется с интернетом. И если крышку открывают, она сразу отправляет сигнал на наш блокчейн, где записывается, что товар вскрыли по дороге. То есть получается, это real-time дата, да? Все, что происходит, все real-time, и любой, скажем, поставщик может это увидеть. В этом и смысл, да. Окей, а помимо, скажем, поставщиков, какое-то третье лицо может увидеть? То есть если это блокчейн, это открытая информация. Каким образом приватность supply chain, она регулируется каким-то образом? В нашем решении компании могут либо держать данные у себя, а на нашем блокчейне они пишут только хэш информации. То есть они оставляют своего рода только отпечаток пальца, грубо говоря, от этой информации, и информацию держат у себя. И если возникает какой-то спор, то они всегда могут сравнить частные данные, которые у них, с тем, что они записали на публичный блокчейн. Иные компании, им интересно, наоборот, полностью показать свою цепь поставки для потребителей. То есть один производитель, с которым мы работаем, они производят дорогостоящие конфеты и десерты разного сорта, и им, наоборот, интересно привлечь клиентов, потому что у них клиенты зачастую более богатые, и они хотят, наоборот, использовать это как маркетинг, и они, наоборот, говорят, мы хотим все наши процессы в цепи поставок выложить у вас на блокчейне, чтобы народ действительно видел и оценил это. То есть, опять же, все зависит от запросов клиента. Но наш блокчейн может работать как и с данными, которые большей частью частные у клиентов, так и мы, в принципе, создали свою тоже платформу для децентрализованного хранения данных. То есть наша криптоэкономика, то, что называется узлы Atlas, они, в принципе, держат у себя просто публичные данные. Если компания хочет их у себя держать, они их предоставляют. Сами эти узлы, они не являются частью блокчейна. То есть здесь нет проблемы в том, что слишком большие объемы данных, то есть они хранятся на децентрализованной базе данных, но они, допустим, копируются несколько раз.
То есть нечто подобное, как торренты. То есть множество людей хранит у себя копии, и в зависимости от того, когда идет запрос, они это предоставляют. Но если пришел запрос, а, допустим, узел не поставляет ту информацию, которую он обязан хранить, то он может потерять, допустим, депозит в Амбере, который они ставят, чтобы его запускать. То есть у нас в этом и смысл криптоэкономики, что она совмещает в себе как классический блокчейн, так и децентрализованную базу данных. Окей, насколько я знаю, есть достаточно много разных децентрализованных хранилищ и разных блокчейнов. Почему вы решили, соответственно, создавать свой, а почему не использовать уже то, что есть? На мой взгляд, уже настолько большое количество разных инфраструктурных решений есть, но почему-то никто его не использует. И в основном те люди, которые делают эти инфраструктурные решения, пытаются продать их enterprise. Но практически никто не пытается наладить бизнес между, скажем, командами из криптосообщества, то есть одной там компании из крипто и другой компании из крипто. Почему вы решили делать именно все свое? Наши разработчики попробовали все решения, которые имелись, и пришли к выводу, что ни одно из них адекватно не работает. Может быть, какие-то хотя бы там 3 причины, какие сложности или какие требования вы выдвигали к этим инфраструктурным решениям для того, чтобы все это заработало? Самое базовое требование – это то, что когда данные кому-то нужны, чтобы они там были, чтобы это было надежно и чтобы была адекватная скорость. Когда мы тестировали имеющиеся на рынке решения, ни одно из них, по крайней мере, из того, что есть в открытом доступе, ни одно из них адекватно пока не работало. То есть ранее наши тесты были, мы делали их на IPFS, и там, в принципе, каждая картинка у нас грузилась секунд 20-30. И интеграция очень долгая и прочее. То есть мы поэтому решили сами это сделать, потому что мы не хотим ждать, пока они закончат свое решение. Я не говорю не только про IPFS, и про другие решения. Мы общались с Виктором Троном, который запускает Swarm. Мы общались еще с несколькими другими людьми из криптосообщества, которые занимаются этой проблемой. Несмотря на пиар или там все, что могут быть какие-либо заявления, сама технология пока что еще не дошла до того, чтобы мы могли прийти к корпоративным игрокам и сказать им: ребята, запускайте свои данные здесь, а какой-то там непонятный чувак в далекой стране, если у него будет работать компьютер, он будет держать ваши данные. Корпорация это не устраивает, и, может быть, поэтому они, в принципе, и не особо хотят работать с криптопроектами, они просто пойдут в IBM, которые говорят: у нас миллионы серверов, и мы вам гарантируем, что данные всегда будут в доступе. Поэтому мы решили просто создать свою систему. У нас, в принципе, своя собственная команда довольно большая уже, и нам не проблема было это создать. Сколько человек? 62 вот на сегодняшний день. Мы вот буквально сегодня утром опубликовали информацию о 12 новых сотрудниках, которые к нам присоединились. У вас, кстати, очень красивый сайт, и на этом сайте есть то, что вы нанимаете людей, большое количество разного рода специалистов, так что если кто-то ищет работу, можете зайти на сайт ambrosus.com. Слушай, а если у вас такой крутой блокчейн, кстати, он open-source или это проприетарная технология? Нет, код мы выкладываем на GitHub. То есть любой человек может взять и скопировать ваш блокчейн или использовать его там в своих каких-то вещах? Все технологии основные у нас open source, поэтому, да, их, по-моему, уже их даже копируют там и используют. То есть теоретически есть какие-то ICO-проекты, которые просто скопируют вашу технологию, делают white paper и проводят ICO уже на рабочем, классном, крутом блокчейне. Этого я не знаю, как бы мы предотвратить это не можем. У нас есть несколько механизмов, которыми мы гарантируем, что наш блокчейн как бы основной, то есть на самом базовом уровне все протоколы для сенсоров и вся технология микроэлектроники, они закреплены за нашей компанией. То есть на уровне микроэлектроники мы подаемся на патенты, и у нас есть своя интеллектуальная собственность. То есть даже если кто-то просто копирует блокчейн, он сам по себе не особо что принесет людям, но если он кому-то будет полезен, пожалуйста, в этом и смысл открытые технологии, то, что вот open source лицензия, вот, но с нашей стороны как бы интеграция и все эти протоколы, которые мы построили поверх блокчейна, они уникальны для нас, и все технологии уже запатентованы за нами. Ну, вот. Нет, я тебя прекрасно понимаю. Я просто хочу, чтобы все это поняли. Для меня прекрасно понятно, что намного проще написать самому, чем взять что-то чужое без какой-либо помощи и пытаться в этот код вникнуть. Слушай, ты сказал, что у вас marketplace, и мы взяли только одну часть того, что вы вот используете. Что еще есть? И что вообще происходит на marketplace? Я не думаю, что я упоминал marketplace. В каком контексте это было? Ты сказал, что это marketplace для решений что-то с датчиками или что-то еще. Либо я мог запутаться, нет?
Нет, я этого точно не говорю. Странно, может быть, я перепутал на сайте. Ладно. То есть у вас именно только вы на логистике, на supply chain фокусируетесь. То есть это основная вещь, да? Сейчас это основная вещь. В принципе, что мы еще делаем, это мы создаем сообщество вокруг нашего блокчейна, которые могли бы строить различные решения, различные дапы или приложения поверх уже Амбнета. И вот как только, ну, мы сейчас, сеть-то, в принципе, она идет, но мы еще не начали публичный, чтобы публика могла использовать блокчейн, то есть в течение следующих нескольких недель мы начнем уже этот процесс. И у нас цель еще вместе с этим запустить полноценную поддержку разработки дапов различных, вот, и, в принципе, позволить людям даже запускать ICO поверх нашей платформы. То есть в целом мы будем, как бы, то, что мы работаем, основной проект, над которым мы работаем, это корпоративное применение, но сам блокчейн, естественно, он, в принципе, построен на базе Solidity, то есть все, что можно делать на Ethereum, тоже можно делать на Amnet, но у нас именно есть набор инструментов и протоколов, которые непосредственно построены для работы с сенсорами и децентрализованная база данных. И мы хотим поверх этого создавать просто проекты или позволять другим создавать проекты на основе Amnet, вот, и люди, в принципе, могут запускать проекты, мы можем их также поддерживать, то есть либо нанимать, либо еще каким-то образом оказывать поддержку. И, в принципе, конечная цель, чтобы позволить публике запускать свои ICO. И смысл здесь будет в том, что транзакции будут на сети не только от корпоративных игроков, но еще и от разных транзакций сообщества. Круто. Все ты рассказал вообще идеально, понятно, супер классно, и планы, и то, что все работает. Какие сложности были за этот период? То есть хочется понять боль, и как вы ее решали, которая вот была за все это время. И, может быть, если что-то ты настолько будешь откровенен, какая есть боль, которую вы еще не решили? Я бы сказал, ну вот я недавно проводил буквально вчера-позавчера сессию, где меня могли спросить все, что угодно сообщество, и там я отвечал на вопросы, и, в принципе, там тоже были вопросы, какие сложности, что сложного. В целом, как бы наблюдение я дам их просто все, что мне в голову приходит, не в порядке их важности. А первый момент – это то, что на крипторынках просто сплошной, какое бы матерное слово здесь подобрать, вранье сплошное. То есть все кругом врут, все кругом жутко просто, ну, просто врут. То есть очень сложно, допустим, оценить, каких партнеров, и неважно, это технология или маркетинг, или еще что бы то ни было, кого брать в партнеры. Слишком много ложной информации, слишком много пиара, то, что по-английски хайп называется. То есть крайне сложно принимать решения, крайне сложно обстановку оценивать. Вот. То есть на обстановку не смотрим. Если уже мы именно супротив наших клиентов или партнеров где-то просядем, то тогда мы уже над чем-то задумаемся. Но прогресс у нас пока что идет, и как бы на шум мы особо не смотрим. Кстати, извини, в голову пришло, чтобы не забыть, память коротенькая. А NS Ecosystems, они же тоже примерно то же самое делают, нет? Да, я, честно говоря, не особо могу насчет них прокомментировать. У нас с ними было, ну, как сказать, у нас, по-моему, партнерство с ними какого-то рода было, но я, честно говоря, не знаю, как у них прогресс. Я знаю, что они там работали работают, они же, наверное, активно все еще в сфере продуктов питания. Да. У них больше фокус был, по крайней мере, когда я с ними общался в последний раз, фокус был на, допустим, программу постоянного клиента и другие протоколы, которые на несколько уровней выше. То есть в Амброзосе у нас цель именно строить инфраструктуру. Мы также строим и приложения поверх них, но, в принципе, мы на базовом уровне строим инфраструктуру. В то время как у АНС, когда я с ними общался, у них был фокус, мы создадим именно эти приложения, которые на довольно высоком уровне, где будут разного рода пункты, то, что карта постоянного клиента, собирать очки и прочее, прочее. И что-то еще связанное с тем, что помощь людям, я не знаю, когда они ходят в магазине выбрать товары. То есть у них было, насколько я понял, больше ориентировано на конкретный ап. Нам интересно, чтобы у нас на Амнете были сотни таких подобных апов, вот, и я бы сказал, что в этом разница. То есть, да, мы ориентируемся на одних и тех же клиентов, но предлагаем им совершенно разные решения. Да, извини, что я тебя перебил. Вернемся, соответственно, к боли. Первая боль – это скам, это много лжи, сложно найти партнеров, сложно воспринимать кого-то всерьез, приходится все перепроверять. Что еще? Что еще? В принципе, сейчас очень сильные непонятки по всему миру с
законодательством в области блокчейна и криптовалюты, их зачастую, в принципе, в одну кучу сваливают. И, естественно, в этом базовые сложности в управлении бизнесом, особенно когда у нас проект, который работает с легитимными партнерами, и у нас есть даже государственные партнеры, то есть у нас несколько есть компаний или ассоциаций, с которыми мы официальные партнеры, которые являются либо международными ассоциациями, либо частью правительств. То есть, естественно, для нас становится в несколько раз важнее быть особо чувствительными к законам. В принципе, всем это сейчас становится важно, потому что, как бы, если там 2015-16 год, даже 17-й, там первый план, это была, грубо говоря, эпоха пиратов, то сейчас на это все очень сильно, ну, очень много чего происходит, вот, и, естественно, нам нужно быть трижды осторожными, и, естественно, все это сложно, потому что во многих странах, ну, в частности, в Европе, мы, естественно, большей частью в Европе, с Азией, там, с Америкой у нас коммерческие сделки есть, но пока как таковую деятельность с точки зрения того, что у нас офисы постоянные, у нас там нету, потому что мы сейчас в Европе налаживаем все. Но в целом многие страны не знают, грубо говоря, любят они криптовалюты или нет. Даже страны, которые вроде как дружелюбные, я не буду их конкретно называть, но есть страны, которые себя пиарят как криптодружелюбные. На самом деле, один месяц они дружелюбные, на следующий месяц они недружелюбные, на третий месяц они передумывают, мы снова любим крипту. И это очень проблемно, потому что это не позволяет нормально строить долгосрочные принимать долгосрочные решения, непосредственно. Какие практике, ну, естественно, в чем сложность? То, что, как я сказал, каждый месяц все меняется. По крайней мере, когда мы проводили свои исследования там непосредственно в конце прошлого года и, в принципе, до сих пор его ведем большей частью, есть страны, которые наладили. То есть, допустим, Мальта создала довольно четкую законодательную структуру, в которой они все там прописали, как надо и прочее. То есть, в принципе, с одной стороны, все вроде четко прописано. Ну, с другой стороны, можно погуглить Мальту. Вот, и как бы, то есть есть страны, в которых вроде четко прописано, но, может быть, там в определенных ситуациях, грубо говоря, на закон будет плевать, да. Есть другие страны, которым, может быть, на закон не плевать, допустим, Швейцария, да, это довольно стабильная страна, демократическая, но там проблема в том, что там регуляторы, честно говоря, у них как шизофрения немножко. Сегодня мы любим крипту, завтра мы ее не любим и прочее. И в этом тоже есть сложности, и как бы я стараюсь эту тему поднимать время от времени, потому что это в интересах самой же Швейцарии, допустим, да, чтобы у них было четкое мнение насчет того, как они относятся к криптовалюте. Вот. И как бы, ну вот, были ситуации, когда, допустим, может быть, разговаривал с 4 самыми главными инспекторами финансового, ну, как он называется, ФИНМА, то есть это финансовый регулятор Швейцарии, да? И я задавал им там какой-нибудь вопрос конкретный. Я говорил, с вашей точки зрения, легально ли, если я сделаю А, Б и С? И двое из них, ну, то есть я с ними по отдельности разговаривал, двое из них мне сказали, вполне легально, почему бы нет? Потом я спрашиваю других двух, не-не-не, совершенно нельзя, это нелегально, это нарушение. Я говорю, подождите, ваш коллега только что сказал обратное. Я не знаю, что он сказал, я считаю, что это нелегально. А дело в том, что Швейцария, естественно, это страна настолько децентрализованная тоже, там настолько нету как бы кого-то, как сказать, там может быть 10 разных... конкретного центра принятия решений. Очень. Да, то есть там 10 агентств есть, которые, в принципе, друг с другом взаимодействуют, но нету какого-то конкретного, который, если от него разрешение получит, то все остальные должны подчиняться. С одной стороны, у них поэтому демократия и свобода, но с другой стороны, бывает очень сложно получить какое-то конкретное решение. Вот. Самое сложное, что их всегда четное количество. Всегда могут 5 сказать, что окей, да. и 5 сказать, что не окей. Да, и здесь получается, то есть нужно интересно мнение кантона, интересно мнение федерального правительства, интересно мнение финансовых регуляторов, интересно мнение правительства, народа, финансового сектора, и столько становится разных игроков, которые тоже, каждый из них по отдельности не уверен в том, нравится ли им это или нет, и они смотрят на других, а другие смотрят на них, и вот это сейчас, на мой взгляд, ситуация, но она не только в Швейцарии, она идет и в других странах, она идет и на Гибралтаре, она идет и в Сингапуре, и во всех других центрах, остров Мэн, все страны, которые Эстония, везде очень неоднозначная ситуация, и везде, вот, действительно, на мой взгляд, почти каждый месяц
оно меняется. То мы более дружелюбные, то они там анонсируют что-то там, что мы что-то будем стараться делать и легализовывать, то на следующий месяц приходят какие-то новости или просто, грубо говоря, что объявляется публично и что происходит на практике, не одно и то же. И в этом есть определенные сложности. И, ну, я думаю, что рано или позднее они все это наладят, как только они Ну, понят, как конечно, да. только они поймут, как они с этого могут деньги сделать. Тогда будет все проще, но Это тогда уже ключевой будет... момент, как они будут зарабатывать. Они пока не очень в этом понимают. Ну, это правда, да. Но, естественно, как только это наладится, с другой стороны, будет меньше рисков и меньше возможностей заработать денег. Поэтому это все связано. Сейчас, может быть, поэтому в этой индустрии и есть интереснее и сильнее, потому что она высокорисковая, но если выиграть, можно хорошо выиграть. Окей, А если все будет на давай ставим политику и немножко поговорим больше про вашу компанию, если ты не против. Мгм. То есть одно из ключевых взаимодействий вот всех децентрализованных систем, всех блокчейн, всех крипто каких-то компаний — это взаимодействие с комьюнити. Что вы делаете, как вы рассказываете комьюнити, как часто вы это делаете, сколько вы туда, соответственно, вкладываете и как планируете это улучшать, если, может быть, это можно улучшить? С сообществом у нас, в принципе, довольно, я бы сказал, ну, это от меня исходит, ясное дело, я не объективный человек, но, на мой взгляд, мы больше делаем, чем большая часть проектов с точки зрения того, как часто и как активно мы взаимодействуем с сообществом. У нас ежемесячно, иногда даже чаще сессии, где люди могут спросить любые вопросы, и мы их проводим в разных форматах, на Reddit, в Телеграме, по видеосвязи. Активно у нас всякие блоги идут. Сейчас мы начали серию блогов, где просто проводят писатели интервью с нашими сотрудниками, они рассказывают о себе, чем они занимаются в компании и так далее. То есть, в принципе, у нас довольно активно идет поток информации в сторону сообщества. У нас было, наверное, за последний год, может быть, 300, наверное, в среднем где-то плюс-минус одно мероприятие в день или одно каждый второй день мероприятий. То есть мы очень активно, когда в любом городе, если кто-либо из команды по любым бизнес-причинам, если мы, конечно, в этом городе не постоянно, то мы всегда стараемся провести митап, то есть мы организовываем либо с какой-нибудь местной группой блокчейна, либо еще с какими-либо игроками местными, просто организовываем, даже если там придет просто 20 человек, выпить пиво и поговорить о криптовалютах, мы всегда стараемся в этом участвовать. Кучу конференций, на которых мы были, где мы тоже, грубо говоря, рядом с этим, ну, после конференции, допустим, мы организовываем для Локальные сообщества. какие-то, да, Да. локальные То какие-то есть встречи. очень много. Я бы сказал, что, в принципе, с нашей стороны все делается активно. Мы всегда, конечно, смотрим, как можем улучшить, потому что, естественно, ну, особенно когда рынки медвежьи и прочее, народ становится более депрессовым и прочее, то есть всегда нужно что-то придумать, как можно их, грубо говоря, развеселить. Но вот мы недавно нанимали к себе там группу, которую управляли сообществом в английском чате, ну вот 2 недели как бы с ними просидели, и сообщество их само, грубо говоря, не принимало, и, ну, мы сказали, хорошо, вы до этого жаловались, что не было 24-часовой поддержки, мы вам наняли людей, ну, там как бы куча жалоб была, я не буду сейчас комментировать дальше на эту тему, мы уже активно об этом поговорили с нашим англоговорящим сообществом пару дней назад, ну, как бы мы как бы с ними разошлись, они такие, а в чем не так? Я говорю, сообщество на вас жалуется. И извините, если вы менеджеры сообщества, мне, честно говоря, плевать на то, кто вы и что вы. Если сообщество вас не любит, вы уходите. То есть это просто... Окей, Анжела, спасибо. Смотри, ты говорил, что вы часто проводите сессии вопрос-ответ и проводите митапы. Что больше всего интересует людей? Что они спрашивают? То есть зачастую есть некий, не знаю, миф, когда там вырастет токен, когда там я стану when Lambo, when Moon, и всякие такие вопросы. Ладно, допустим, вот это мы оставим. Помимо того, стоимости токена и стоимости капитализации вашей криптовалюты, что еще интересует? Ну, у нас, слава богу, сообщество довольно интеллектуальное, это большой плюс. То есть у нас действительно был органический рост сообщества, мы не нанимали какие-то там группы, которые нагоняют абы кого и прочее.
Вот, и к нам действительно пришло очень много людей, которые интересуются индустрией, которые интересуются нашими решениями. У нас очень много инженеров, людей из цепей поставок, из сектора цепей поставок, людей, которые работают в сфере продуктов питания и так далее. И действительно они очень часто задают интересные вопросы для команды. Они спрашивают, как работает ваша технология, как вы интегрируете их в этом продукте, как вы собираетесь там оптимизировать цену производства этих наклеек. То есть очень много действительно интересных вопросов, и многие из этих вопросов мы потом их передаем команде, и действительно либо команда там задумается над чем-то, либо она приходит к каким-то решениям. То есть у нас очень много происходит того, что вот по-английски называется краудсорсинг, когда толпа просто действительно дает интересные мысли для самой команды. Вот, поэтому в этих сессиях у нас всегда участвую, ну, я участвую, у нас зачастую, как Влад, наш технический гендиректор, он всегда участвует в этих сессиях тоже, и очень много чего интересного у нас было именно от сообщества. Допустим, криптоэкономическую модель, мы ее сейчас обновляем, то есть у нас она постоянно развивается, мы Ну, пока естественно, выпустили рынок два. очень быстро, да. Да, но имеется в виду не только рынок быстро, но еще и непосредственно мы тестируем нашу криптоэкономику, криптоэкономическую модель с корпоративными игроками, в принципе, мы проводим финансовое моделирование на компьютерах, и иногда оно не срастается, нам приходится постоянно переписывать это. То есть, с одной стороны, люди хотят, чтобы мы написали им о том, как все будет, и мы пишем, выпускаем своего рода черновые версии, вот, но с другой стороны, если нам нужно что-то, грубо говоря, обновить или добавить, то мы всегда это делаем. Вот, и, допустим, криптоэкономическую модель мы большей частью не столько сами придумали, сколько собрали мнение сообщества на тему того, как они хотят, что в ней было бы, и как они думают, оно будет действовать. И несмотря на то, что у нас есть доступ там, к Роджеру Ваттенхоферу, который у нас там строит криптоэкономику, к Parity, куча других людей, которые топовые в криптовалюте, несмотря на это все, я бы сказал, что самые интересные идеи приходят у нас именно от сообщества. Слушай, а я, допустим, в Москве поставщик какой-нибудь обуви ручной работы. Мне вот очень понравилась вот открытость, блокчейн, все эти штуки. Я хочу, чтобы все это было на блокчейне, то есть показать некой transparency, да, то есть насколько все у меня хорошо. Как я могу как вам написать, обратиться, сколько это будет стоить? То есть есть там типа А, Б, С, ну хотя бы упрощенный вариант. Ну, обратиться к нам всегда можно, у нас есть контактная форма на сайте, вот, и, в принципе, сайт у нас мультиязычный, включая русский язык, всегда можно связаться на любом языке, включая русский, и потом мы уже работаем непосредственно с компанией. На базовом уровне у нас, как бы, самая базовая упаковка – это 0,1 цент за каждый товар, что, в принципе, ниже, чем любые другие имеющиеся решения, то есть это минимальная стоимость. А с точки зрения интеграции, базовый пилотный проект или просто показать, как работает решение, мы можем, в принципе, бесплатно. То есть демонстрацию, может быть, на одном конкретном продукте мы покажем, как это делается, или небольшую серию транзакций. И после этого мы уже позволяем клиенту сказать, допустим, хочет ли клиент, чтобы он сам, допустим, устанавливал себе узлы и проводил транзакции, большей частью они этого не хотят, или же мы просто ставим это на какой-нибудь узел, который держится сообществом или одной из партнерских компаний, и они предоставляют услугу, то, что больше похоже на блокчейн as a service, то, что блокчейн как услуга, и там они просто платят больше транзакций поставщику, то есть, в принципе, те, кто владеют узлами, которые могут писать данные, они могут зарабатывать больше денег, чем... Ну, они могут зарабатывать лишние деньги с того, что они будут перепродавать услуги записи данных на Ампнет с прибылью. И, по крайней мере, на данной стадии мы даже заинтересованы, чтобы это было, потому что тогда предприниматели увидят смысл того, чтобы купить себе, допустим, мастернод, потому что они поймут, что они могут, у нас 0,1 цент за товар, они могут и по $1, может быть, продавать эти услуги, потому что если речь идет об обуви высокого качества, если она там стоит, я не знаю, $500 за пару ботинок, то $1 – это не такая большая цена, чтобы гарантировать качество. Отлично, мы добрались до денег. У меня есть как раз пару вопросов про деньги. Я их записывал в процессе нашей беседы. Для многих проектов ну, действительно головная боль, как платить зарплату. То есть, если не секрет, каким образом вы платите зарплату фиатом, вы платите часть фиатом и в токенах, вы платите в ETH зарплату. Каким образом устроена непосредственно вот эта часть вашей компании? Как вы меняете деньги? То есть, как это устроено? Ну, финансовые все вопросы, я не уверен, что я могу их обсуждать.
в разговоре, но на базовом уровне я могу сказать, что, допустим, Amber, наши токены, что все ключевые участники команды, которые приходят, у нас базовое требование, чтобы они часть зарплаты принимали в Amber, и более того, у нас система есть, что они не могут их продать в течение какого-либо времени. То есть вестинг, да, некий такой? Либо вестинг, либо то, что называется переносящийся вперед контракт, я не знаю, forward contract по-английски. Да. Okay. То есть, допустим, они получают, да, ты получил 5000 амберов в этом месяце, но ты их можешь скрыть только через 24 месяца после сегодняшнего дня. И таким образом мы создаем долгосрочный интерес в росте амберов у наших сотрудников и любых партнеров. И многие люди, которые хотели с нами завязаться, они сразу уходили после этого, типа, какого фига, 2 года я буду закрывать. Но у нас такой подход, что либо вы в это верите действительно, либо вы строите, а если нет, то зачем вы вообще зашли в криптовалюты? И, честно говоря, мне бы больше хотелось, чтобы подобные люди, они никуда не уйдут, естественно, но очень много людей набралось, которые, в принципе, строят из себя таких любителей криптовалюты и революционеров, а на самом деле они, в принципе, просто оппортунисты. Шкурный интерес, шкуры. Шкурный интерес, потому что вот у меня был случай, когда один какой-то маркетолог, который там все навязывался к нам с услугами, чуваки, я за 1 биткоин там раскручу вас где-то, когда биткоин там стоил 12 тысяч, допустим. Mm-hmm. Мы с ним разговариваем, через несколько недель я ему, мы пришли, я говорю, слушай, давай попробуем, вот. Но я говорю, биткоин сейчас уже 18 тысяч, я говорю, значит, давай 0,75 биткоинов. Нет, чувак, ты не понимаешь, я только в крипте, биткоин есть биткоин, это такая штука. Я говорю, хорошо, хрен с тобой. Потом биткоин обвалился и стал 10 тысяч. Я возвращаюсь к нему и говорю, слушай, ты там за биткоин предлагал свои маркетинговые услуги, давай за биткоин. Нет, чувак, я теперь только в фиате, и давай мне 2 биткоина или что? Я говорю, подожди, а вот месяц назад ты мне имейл прислал, то типа ты только в крипте. Как хорошо ты это описываешь. Именно оно так и есть. Ты мне уже отвечал, но это было еще до эфира. Я, естественно, читаю чат, ребят, я читаю все, что вы пишете. На самом деле, поддержите там лайками, комментариями, еще что-то еще. Спрашивают, откуда ты так хорошо знаешь русский? Так я вырос в России в целом, я в Москве вырос. В Москве вырос все время. А что заканчивал? Я ничего, я только 9 классов в Москве закончил, потом уехал. А дальше образование, бэкграунд какой? Как это все? Дальше я учился уже то есть закончил, после 9 классов я перепрыгнул в колледж в Англии. В принципе, обычно надо 11 классов закончить, чтобы в Англию в колледж поступить, но я им дал свой аттестат, а в России же есть аттестат после 9 класса и после 11. Okay. Они такие, типа, они же не знают, какой там в России образование, у них есть какая-то база данных, они такие, you must have a document called attestat. Do you have it? Я говорю, вот, смотрите, аттестат. Там же в скобочках написано неполное образование, да? Они прочли название, типа, а это 11 лет? Я говорю, да, 11. Типа, если 9, потому что вот напишут 9 есть. Но они же не видят, там не написано 9-11. Хотя ниже было 9 класс, на самом деле. То есть они вступили. Окей, получается, сколько тебе полных лет сейчас? 25. 25, ничего себе, молодец. Вот. И потом уже заканчивал, имеется в виду, то есть это было удобно, потому что когда я поступил в колледж в Англии, то, что они думали, нужно 11 классов в России, честно говоря, я пришел на первый урок химии, я понял, что это опять 7 класс. Там учитель рисует круглую диаграмму, вот это молекула кальция, вот у нее 2 ручки, это валентность 2, и все такое. То есть там полный дебилизм был. Вот. И потом я поступил в Кембриджский университет в Англии, но я там долго не проучился, меня выгнали. И потом я уже заканчивал Парижский университет, как он будет по-русски, я не знаю, Сианс По. Институт политических исследований Парижа. Okay. Это лучшая школа Парижа, все президенты ее заканчивали. Я знаю, что в России Сорбонну все знают, но сейчас, кстати, Сорбонна в Париже это очень университет трэшевый. Его, кстати, как такового больше нет. Теперь есть, по-моему, 6-7 университетов, которые именуют себя Сорбонной, и никто не понимает, какой из них хороший, но у них очень сильная репутация упала. Спасибо за инсайт по высшему образованию. И, слушай, на самом деле получилось на удивление, то есть мы переносили эфир, и вообще что-то там какой-то кипиш был. Получилось, по-моему, классное интервью. Я думаю, что всем очень понравится. И последний вопрос, на самом деле, он, наверное, мало касается, может быть, он касается и Амброзуса, он касается всего криптосообщества, но в целом давай немножко пофантазируем.
Сейчас рынок находится в неком таком депрессивном состоянии, да, все ожидают в этом году, типа, год institutional инвестора, то есть institutional инвесторы должны там зайти в ETF, которые сделают, либо зайти куда-то в криптовалюту, чтобы сделали какие-то шлюзы между криптовалютным и фиатным рынком, вот это все вот обсуждают. Как ты это видишь? И, допустим, если institutional инвестор захочет зайти в Ambrosus, он же будет покупать equity, либо вы ему скажете покупать только токены. Каким образом? Ну, с точки зрения Амброзуса, очень много людей, естественно, пишут нам, как нам купить, как то, как все. Я говорю, вперед на рынке. Binance, там, что еще там есть. В данном случае все просто у нас пока что. Корпорации, которые хотят интегрировать в себя Амбнет и прочее, естественно, до тестирования мы им даем Амбер, чтобы они могли понять, как это работает и прочее. Вот. Но в целом смысл в том, чтобы, в принципе, с рынков брали также для того, чтобы покупать мастерноды. То есть нам много всяких IT-компаний писали, что давайте мы купим у вас токены, мы именно хотим, не будем ими трейдить, мы будем только ноды запускать и прочее. То есть здесь у нас простой ответ. Пока что мы просто говорим, идите на рынке, потому что мы сейчас не продаем свою криптовалюту, я не буду делать комментарии насчет ее цены, но нам ее сейчас нет смысла вообще продавать. Вот. Б, как бы есть рынки для этого. Вот. С точки зрения... И я думаю, что такая политика у нас будет в течение продолжительного времени, то есть года 2, я думаю, что спокойно. Ну, мы будем смотреть, как будут развиваться события, но пока что никаких планов нет. Поэтому, допустим, у нас вот у команды токены, в принципе, согласно нашему начальному плану и согласно непосредственно смарт-контракту, в принципе, еще в апреле у нас открылась первая доля токенов. Вот. Мы решили ее закрыть еще на 6 месяцев. С апреля теперь будет октябрь. И октябрь, в принципе, уже тоже подходит. И я думаю, что мы еще раз их закроем еще на 6 месяцев там, или еще на какой-нибудь срок. То есть здесь мы показываем, наверное, всем, что мы уверены сами в своем проекте. И, в принципе, нам сейчас не нужно продавать токены либо для продолжения проекта, либо еще что-то. Вот, поэтому здесь все просто, и в ближайшее время каких-то изменений этих планов не планируется. Круто. Если уж мы проиграем, то, по крайней мере, мы ставили сами на себя. Да? На что еще ставить, кроме как на самих себя. Отлично, Вот. отлично ответ. А что касается всего рынка? С точки зрения всего рынка, ну, я особо не люблю на эту тему рассуждать, потому что решения эти принимаются... Буквально 2 тезиса есть, не нужно, просто твое мнение. Мое мнение базовое. Куча есть людей, которые хотят заработать кучу бабла на криптовалюте. Я имею в виду не тех, кто в нее инвестирует, а всех тех, кто ее перепродает. Грубо говоря, финансовому сектору, которому пофиг, вверх она идет или вниз. Если народ будет на этом играть, они свое получат. И эти люди еще не начали играть в это. Они только начали заходить. Поэтому, на мой взгляд, рано или поздно будет гигантский взрыв, по-любому. И второе, это то, что люди говорили, что вот криптовалюты в 2017-м был гигантский пузырь. Я хочу обратить внимание на то, что размер этого пузыря на пике был что-то около 850 миллиардов долларов. И сравнить это стоит с пузырем доткомов, который был на пике 2,8 триллиона долларов. Что в разы меньше, чем криптовалютный рынок на сегодняшний день, при том, что это было 98 год. 98-99 год, то есть 20 лет назад, когда налички в мире было в разы меньше. Да, денежная масса была ниже. Да. Денежная масса была меньше и прочее. Во-вторых, это был только один класс компаний, в принципе, технологий и прочее. И, в принципе, большей частью в это во все играли только крупные инвестиционные фонды. Сейчас в это во все играет публика, в это во все еще сейчас ходят инвестиционные фонды и прочие финансовые институты, и сейчас в разы больше денег, которые еще больше обесценились, чем раньше. Так что, на мой взгляд, этот новый пузырь, если он и будет, и вполне возможно, что он действительно будет, когда он будет там на 15-20 триллионах, тогда это будет действительно пузырь, который будет лопаться. А пока что это, в принципе, копейки. В принципе, с тобой согласен. Вопрос тоже от ребят из чата, кажется, актуальным. Сколько токенов надо для мастерноды? У нас очень детальная криптоэкономическая модель, в которой все это расписано. У нас несколько уровней мастернодов есть. Начальные от 10 тысяч амберов, и дальше идет 30 тысяч амберов, 75, и 250 тысяч для того, чтобы быть нодом валидатора, то есть который именно
Да, проводит подтверждает транзакции, транзакции, да. подтверждает транзакции в сети. На валидаторов у нас одних амберов недостаточно, нужен еще контракт с нашей фирмой. То есть, если это будут первые 3 уровня нодов, там 10 тысяч, 30, 75, мы, в принципе, планируем их делать свободным доступом, то есть кто угодно их может их запускать. А валидаторы, естественно, им нужно будет входить в контракт с нашей компанией о том, что они будут себя честно вести и прочее. И после этого они могут это делать. Мы собираемся этот процесс сделать проще, ну, как можно проще, но это будет как минимум сумма в амберах плюс контракт. Супер, супер. Анджел, большое тебе спасибо за твое время и большое спасибо все, кто смотрел, подписчики. Не забывайте, что ваши какие-то лайки, какие-то действия, комментарии, они помогают делать контент лучше, они помогают выцеплять все более крутых чуваков. Я желаю вам успехов именно проекту Ambrosus, побольше, на самом деле, таких ребят, которые могут очень четко и правильно выражать свою мысль, целеустремленные, и я уверен в успехе вашего проекта. Ну и вам тоже, лентяи и раздолбаи, которые дома сидят на диване, давайте уже что-то делайте, хватит уже отдыхать. Анджел, большое тебе спасибо. Я надеюсь, Да, что мы с спасибо тобой за увидимся. приглашение. Да, Всего хорошего, пока. всего хорошего.